Французская компания Renault представила новый компактный кроссовер Astral. Модель создана специально для рынка Евросоюза и заменяет в гамме нынешний Kadjar, который производится с 2015 года. Новинка получила 4 электрифицированные версии, включая полноценный гибрид, большой набор электронных ассистентов, полноуправляемое шасси и отделку деревом в топовой версии. Название Astral происходит от латинского слова Australis, что переводится как «южный». Таким образом, маркетологи Renault намекают, что новинка отлично подойдет для отпускных путешествий в теплые края. Кроссовер Astral является первенцем программы, предполагающей выпуск машин с переосмысленным дизайном и передовыми технологиями. В его основе лежит разновидность модульной платформы CMF-CD3, которая знакома европейцам по новому Nissan Qashqai третьего поколения. Размер Astral составляет 4510 мм в длину, 1618 мм в высоту и 1825 мм в ширину. Колесная база 2667 мм. Переднеприводные версии новинки Renault имеют заднюю полозависимую подвеску, полноприводный многорычажку. Плюс таким исполнением положено полноуправляемое шасси Fog Control Advanced. Актуаторы могут поворачивать задние колеса на угол до 5 градусов. На скорости до 50 км в час они поворачиваются в противоположную сторону с передними, улучшая маневренность. Диаметр разворота составляет 10,1 метра, а после 50 км в час в ту же сторону, что и передние. Renault Astral позаимствовал ряд дизайнерских решений у электрического кроссовера Megane E-Tech Electric. К особенностям экстерьера можно отнести сложносоставную переднюю оптику с матричными фарами, необычную выштамповку на капоте, двухцветную окраску кузова и оригинальный дизайн дисков. Уже в базовой версии они 17-дюймовые. Корпуса фар нового кроссовера изготавливаются из органического стекла, на поверхность которого наносятся узоры. Когда зажигаются светодиодные огни, линии начинают переливаться, образуя яркий рисунок. Еще Astral стал первой моделью в линейке Renault, которая получила спортивную версию S Pre-Alpine. Внешне она отличается рисунком радиаторной решетки, черным декором и 20-дюймовыми дисками. В салоне кроссовера используются премиальные материалы, такие как алькантара, кожа и декоративные вставки из деревянного шпона. Но это только в самых дорогих версиях. На передней панели за рулем расположена цифровая приборка диагональю 12,3 дюйма и 12-дюймовый экран мультимедийной системы, который визуально выглядит одним целым в виде перевернутой буквы L. В Renault это считают монолитным дисплеем, хотя между экранами расположен вертикальный воздуховод. Что касается эргономики, то в центральный тоннель встроен бокс, также есть ниши и под тачскрином. Еще предусмотрен двигающийся центральный подлокотник и электропривод спинки заднего дивана. Им можно управлять с помощью кнопки, спрятанной в багажнике. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычаг. Внутри топовый Astral S Pre-Alpine отличается синей прострочкой, алькантарой и алюминиевыми накладками на педалях. В списке доступного оборудования указаны 9,3-дюймовый проекционный дисплей, подушка безопасности между водителем и пассажиром, адаптивный круиз-контроль системы удержания в полосе, система автоматической парковки и камеры кругового обзора. На руле установлена крупная кнопка системы Multisense, которая переключает ездовые режимы. По умолчанию их 4 – Eco, Comfort, Sport и индивидуальный Person. Но можно заказать внедорожный пакет Extended Grip, который добавит пресеты Snow и L-Roads. Также в Renault утверждает, что Astral оснащен 32 системами помощи водителю. Вместимость багажника кроссовера вариируется от 500 до 575 литров в зависимости от того, имеет ли автомобиль фиксированное или сдвижное заднее сиденье. За доплату предложена продольная регулировка. Две части дивана, разделенного в пропорции 60/40, могут сдвигаться в диапазоне 160 мм. У подзаряжаемого гибрида грузовой отсек чуть меньше – 430 и 555 литров соответственно. Максимальный объем багажника составляет 1525 литров. Базовый кроссовер комплектуется 1,2-литровой турбо-тройкой мощностью 130 лошадиных сил с электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора. Такой модели положена исключительно механика. На ступень выше в гамме расположилась версия с турбо-четверкой 1,3 литра с 12-вольтовым стартер-генератором. Такая установка доступна в двух вариантах форсировки – на 140 и 160 лошадиных сил, а коробка передач – механика либо вариатор X-Tronic.
Третий вариант Астрала оснащен 1,2-литровым наддувным ДВС и электродвигателем. Суммарная отдача составляет 160 лошадиных сил. Ну а на вершине гаммы расположен самый мощный полноценный гибрид Astral E-Tech с 200-сильной установкой на базе все той же турботройки объемом 1,2 литра. Такой кроссовер оснащен батареей емкостью 1,7 кВт-часа, которая работает с напряжением в 400 вольт. А заявленный расход топлива составляет 4,6 литра на 100 км в смешанном цикле. Привод передний. Такой гибрид может трогаться только на электротяге. Работа бензинового двигателя на холостом ходу исключена. Он может подключаться уже после начала движения. По задумке, такая конструкция позволяет уменьшить потери и снизить расход топлива. Производство модели наладят на испанском заводе марки, а старт продаж в Европе запланирован на 4-й квартал 2022 года. Основным конкурентом Астрала станет Volkswagen Tiguan. Друзья, напоминаю, что на случай блокировки YouTube я создал канал в Телеграме и на Яндекс.Дзене. Ссылку вы найдете в описании под видео и закрепленном комментарии. Переходите, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.